Здравствуйте, дорогие любители вязания! Продолжаем вязать узоры к замечательной модели из журнала Ingrid за 1990 год. Вот прикиньте, 32 года назад вышел этот журнал с этой моделью, а узоры смотрятся современно. Ну, не бывает старых узоров. Бывают просто забытые журналы, забытые модели. Узоров старых не бывает. Мы с вами уже связали вот эту косичку центральную. Ссылку на мастер-класс смотрите под видео. И будем сегодня вязать уже вот эти вот косы боковые из этой модели. И я хочу сказать, вот эта коса смотрится очень необычно. И смотрится она сложнее, чем вот эта коса, да? Кажется, ну здесь вот проще. На самом деле вот эта коса намного проще вяжется и быстрее, чем вот эта. И сейчас вы в этом убедитесь. Мы уже много вязали с вами необычных кос. И вот еще одна из них. Ну вот, кажется, уже все придумано. Но нет, посмотрите только. Что еще немаловажно, на изнаночной стороне эта косичка смотрится тоже интересно. Ну, согласитесь, вот она прям как-то вот такой интересный получается, замысловатый узор. Я бы даже его где-то бы могла использовать как основной узор. Очень необычный. Я такой косы не видела. Я на нее смотрю и даже вот не верится, что она из старого-старого журнала. Ну, давайте будем начинать. Что зря говорить. Вернее, не зря говорить, а много говорить мы не будем. Раппорт узора составляет 21 петлю в ширину и 24 ряда в высоту. Набираем на спицы 23 петли вместе с кромочными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываем изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. 6 изнаночных. 4 лицевых, 5 изнаночных, 4 лицевых и 2 изнаночных. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора мы вяжем петли по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Такие ряды я в видео пропускаю, не показываю, вы вяжете их самостоятельно. Провязали 2 ряда, смотрим на схему. Третий лицевой и 4 изнаночный ряд мы вяжем петли по рисунку, точно так же, как сейчас провязали первый и второй. Давайте самостоятельно провяжем эти 2 ряда. Провязали 4 ряда. Вяжем 5-й лицевой ряд. 2 изнаночных. Берем дополнительную спицу и оставляем 4 петли на дополнительной спице перед работой. Затем провязываем 4 лицевых. Вяжем не туго. И петли с дополнительной спицы мы провязываем изнаночными.
Затем вяжем 5 изнаночных, 4 лицевых и 2 изнаночных. В 6-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Провязали 6 рядов. Смотрим внимательно на схему. 7-й лицевой ряд, 8-й изнаночный, 9-й лицевой и 10-й изнаночный. Петли в них вяжутся по рисунку. Давайте самостоятельно провяжем эти 4 ряда и встретимся с вами в 11 ряду. Провязали 10 рядов. Вяжем 11 лицевой ряд. 2 изнаночных, 4 лицевых, 5 изнаночных и снова 8 петель перекрещиваем влево. 4 петельки оставляем перед работой на дополнительной спице. Провязываем 4 лицевых и петли с дополнительной спицы провязываем изнаночными. Еще раз говорю, вяжите не туго. И 2 изнаночных у нас будет в конце ряда. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Провязали 12 рядов. Смотрим внимательно на схему. 13 лицевой ряд, 14 изнаночный ряд, 15 лицевой и 16 изнаночный. Петли провязываем по рисунку. Вяжем эти 4 ряда самостоятельно. Встречаемся в 17 ряду. Провязали 16 рядов. Смотрите, интересно получается, правда? 17 лицевой ряд, 2 изнаночных. Теперь мы будем 8 петель перекрещивать вправо. Оставляем 4 лицевые петли на дополнительной спице за работой. Провязываем 4 изнаночных. Петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. Далее будет 1 изнаночная, 4 лицевых и 6 изнаночных до конца ряда. В 18 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Провязали 18 рядов и снова смотрим на схему. 19, 20, 21 и 22 ряды вяжем по рисунку, петли в них. И, как обычно, самостоятельно уже. Встречаемся в 23 ряду. Двадцать 22 ряда готовы. Вяжем 23 лицевой ряд. 6 изнаночных, 4 лицевых, 1 изнаночная. И перекрещиваем 8 петель в правую сторону, уже с другой стороны. 4 оставляем за работой на дополнительной спице. Провязываем 4 изнаночных и петли с дополнительной спицы не хотят.
возвращаться. Провязываем лицевыми. И у нас будет 2 изнаночных в конце ряда. В 24 изнаночном ряду вяжем петли по рисунку. Это последний ряд раппорта в высоту. Вот, смотрите, любуемся. Провязали один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. При повторении раппортов в высоту мы получим такую замечательную косичку. Очень она мне понравилась, очень. Я уже думаю, куда бы мне ее, где бы, как бы, куда бы. Что-то уже захотелось связать с такой косой. Ставьте лайки, если вам также понравился узор, пишите комментарии. Ой, давайте скажем спасибо Мире Хасановой за идею мастер-класса, за что она прислала к нам такую замечательную модель. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Приглашайте к нам своих друзей. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!